Россияне снова атаковали Бучу. Многострадальный город вернули на 3 года назад. США объявили высокую цену за голову диктатора. В Вашингтоне решили идти до конца. Встреча Трампа и Путина. Новые детали. Если вы тоже ничего не поняли, мы попытались разобраться. Жена президента идет под суд. Что она рассказала на допросе и потянет ли за собой мужа? Теракт во время саммита НАТО. Стало известно, кто стоит за организацией. Курс на полную оккупацию. Премьер-министр принял решение, которое будет стоить жизней. Эти и другие самые главные события вечера пятницы 8 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь в Буче в Киевской области снова напомнила фронт. Рев моторов, взрывы и пожары. Более 10 шахедов шли на город. ПВО сбило большинство. 7 частных домов и детский сад все же пострадали. Главное, что все живы, но окна выбиты, крыши побиты, улицы усеяны обломками. Харьков этой же ночью тоже горел. В Салтовском районе дрон ударил по гражданскому предприятию. В Шостке, Сумской области, атака шахедов тоже оставила разрушения. Всего за ночь украинские воздушные силы уничтожили более 80 вражеских беспилотников, включая реактивные и имитационные. Но даже один прорвавшийся дрон – это чья-то сгоревшая комната и еще одна бессонная ночь под вой сирен. Трамп идет ва-банк. Уже на следующей неделе он хочет сесть за один стол с Путиным, а потом и с Зеленским, без лишних ушей и европейских посредников. Слух о готовящейся встрече разогнали сразу ряд крупных медиа, и, судя по всему, инициатива пошла от Кремля. Обе встречи, сначала с Путиным, а потом втроем с Зеленским, могут состояться уже на следующей неделе, теоретически. Во всяком случае, источники CNN утверждают, идею личной встречи Путин озвучил американскому спецпосланнику Стиву Уиткофу прямо в Москве, а Трамп велел своей команде ускорить подготовку. На брифинге в Белом доме ничего конкретного не прозвучало от Трампа, но это тоже может быть показательным. Ваш срок, в который Путин должен согласиться на прекращение огня, по-прежнему в силе или теперь он изменен? Это будет зависеть от него, и мы посмотрим, что он скажет, но решение будет за ним. Я очень разочарован. По одной информации, Трамп поставил условия. Сначала встреча Путина с Зеленским. Ну а тогда, в принципе, все может отмениться, ведь в Кремле к такой встрече точно не готовы. По другой информации, подготовка уже идет полным ходом. Путин уже заявлял, что согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Ни одна из этих областей полностью Россией не контролируется. Госсекретарь США называет это сложным вопросом, но считает, что без взаимных уступок сделки не будет. Издание Bloomberg добавляет еще один штрих. Во время звонка с европейскими и украинскими лидерами 6 августа Трамп был полон оптимизма и предложил, что Путин согласится на мир, если обсуждать обмен территориями. Что это значит на практике, никто не уточнял. Для России, насколько мы можем понять, очень важно сохранить контакт, который у них есть с Вашингтоном. Потому что если этот контакт обрубливается сейчас, то это означает, что тотальное доминирование Китая, условно, объятие Си Цзиньпиня. А мне кажется, что в Москве побаиваются такой тотальности влияния Китая. И поэтому им важно было сохранить вот эту историю. И, по сути, как мне показалось, Трамп вынудил Путина как бы перейти к другой стратегии, да, к другому уровню стратегии, что давайте встретимся и там... А если встретимся, то значит надо что-то там решить. Потому что, опять-таки, насколько я понимаю, у Трампа именно такой был посыл, что, окей, это не просто встреча, а это должно быть некое решение. Из того, что мы сейчас понимаем, да, скорее всего, эта встреча готовится. Владимир Зеленский, комментируя результат американско-российских переговоров, осторожно признал, Москва стала более склонна к прекращению огня, но тут же предупредил главное, чтобы не обманули ни Украину, ни США. В ближайшее время Киев и европейские столицы будут согласовывать общую позицию по завершению войны.
За его голову теперь готовы платить больше, чем когда-то за Усаму бен Ладена. $500 миллионов. Такая цена теперь назначена в США за Николаса Мадуро. И это не фигура речи. Вашингтон официально удвоил вознаграждение за любую информацию, которая приведет к его аресту. Мадуро использует иностранные террористические организации, такие как TDA, Синалоа и картель сыновей, для ввоза смертоносных наркотиков и насилия в нашу страну. Кокаин часто смешивают с фентанилом, что приводит к гибели многих американцев. Минюст конфисковал более $700 миллионов активов, связанных с Мадуро, в том числе 2 частных самолета, 9 автомобилей и многое другое. Тем не менее, террор Мадуро продолжается. Американский агент-прокурор Пэм Бонди заявила, что Мадуро обвиняют в наркоторговле, коррупции и связях с террористами. В США он давно лишен статуса легитимного лидера и, по сути, рассматривается как главарь международного наркокартеля. Теперь его имя в одном ряду с самыми опасными преступниками современности, и охота только начинается. Власть дрожит, а в кулуарах суда шепотом передают фамилию, которую еще недавно произносили с почтением. Ее судьба решится в ближайшие дни, и исход этого заседания способен обрушить целые политические династии. Политический скандал, который грозит обернуться настоящей бурей. Спецпрокурор требует арестовать бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи. И все это всего через день после ее многочасового допроса. Обвинения звучат как сценарий криминального триллера, махинации с акциями, вмешательство в парламентские выборы, взятки за решение вопросов в интересах скандально известной церкви. В ордере значатся нарушения законов о рынке капитала, политических фондах и посредничестве за деньги. Ким – жена бывшего президента Юн Сук Йоля, ныне заключенного. В ее деле 16 уголовных эпизодов, а прокуроры заявляют, есть риск, что она уничтожит доказательства или сбежит. Напомним, в декабре 2024 года Юн Сук Йоль ввел в стране чрезвычайное военное положение, объявив борьбу с коммунистическими силами и фактически обрушившись на своих политических противников. Теперь же удар пришелся по его семье. Еще до рассвета за закрытыми дверями правительства было принято решение, которое может перевернуть весь ход затянувшейся войны. План дерзкий, рискованный и уже вызвавший споры среди военных и политиков. Мы не хотим ее удерживать, мы хотим иметь периметр безопасности, мы не хотим ею управлять, мы не хотим быть там в качестве органа власти, мы хотим передать ее арабским силам, которые будут управлять ею должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителей Газы хорошей жизнью. Как стало известно, власти Израиля утвердили подготовку к установлению полного контроля над одним из ключевых городов в секторе Газа. Официальное заявление уточняет, военные начнут операцию, одновременно оказывая гуманитарную помощь мирным жителям за пределами боевых районов. Решение приняли всего через несколько часов после того, как лидер страны объявил о намерении взять под военный контроль всю территорию Газы, несмотря на растущую критику внутри и за рубежом. Во-первых, конечно, это расходится с теми параметрами мирного договора, да, который при участии, кстати, Стива Виткова был достигнут по поводу Хамаса и Израиля. И то, что, грубо говоря, Трамп тоже себе приписывал, что вот я остановил там войну на Ближнем Востоке, да, между Израилем и Хамасом. По сути, мы видим, что происходит некое переписывание всей этой истории. Была информация о том, что вроде бы Трамп даже накричал на Нетаньяху, да, при одном из последних разговоров, который у них велся. Мы видим, сейчас возникла история о том, что Франция, она на низком старте, готовность признания Палестины и так далее и тому подобное. И внутри самого Запада этот вопрос вызывает раскол. То есть односторонняя как бы поддержка Израиля со стороны, как считают некоторые, да, рассматривают позицию Вашингтона, она ведет к расколу внутри самого Запада. Ранее он заявлял, что будет добиваться поддержки правительства для полной аннексии региона, несмотря на сопротивление армии и влиятельных чиновников.
В день, когда в одном из ключевых европейских городов собрались лидеры НАТО, железнодорожное сообщение оказалось парализовано. Пожар на линии, ведущей от главного аэропорта, сорвал движение поездов и дал повод для версий от политического скандала до диверсии. Но следствие расставило акценты. Полиция Нидерландов заявила, что не нашла никаких признаков причастности иностранных государств к возгоранию. Техническая неисправность тоже исключена. Наиболее вероятной версией назвали умышленный поджог, цель которого была именно в срыве движения поездов. Наиболее вероятно, что поджог был совершен с целью помешать движению поездов в тот день. Нет никаких признаков того, что это было совершено с целью кражи меди или что за этим преступлением стоит государственный субъект. Напомним, инцидент произошел в ночь перед 24 июня, в первый день саммита НАТО в Гааге. Пожар на ветке из аэропорта Схипхол в Амстердам и Утрехт заблокировал железнодорожное сообщение почти на сутки. В тот же день леворадикальная группа Джиф Тегенгас перекрыла путь на маршруте до Роттердама, протестуя против НАТО и Израиля. В китайской провинции уже более 10 тысяч заболевших, а в южных районах России живут те же самые комары, что переносят вирус. Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, но один укус комара и температура под 40, адская боль в суставах и мышцах, сыпь, рвота и риск отказа органов. Не это ли те самые боевые комары, о которых говорили раньше россияне? ВОЗ предупреждает, инфекция уже добралась до Европы, а изменение климата расширяет ареал комаров Идес. В России уже заявили, что случаев нет, но на границах уже работает система «Периметр» и тестирует всех с похожими симптомами. Врачи напоминают, вакцины нет, лечение только поддерживающее, а в группе риска пожилые, дети и люди с ослабленным иммунитетом. В некоторых случаях летальность достигает 5%. Сейчас болезнь бушует в Азии и на островах Индийского океана, но при активном туризме и теплом лете путь для нее открыт. Вопрос только в том, успеет ли она сюда добраться до первых холодов. Правда, у тех, кто вынес все эти пытки, вырабатывается иммунитет, но это еще все нужно пережить. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.